В Европе небезопасно, ее заполонили мигранты. Здесь грязно, здесь навязывают детям какие-то нетрадиционные ценности и вообще помешались на своем равноправии. Это очень частые тезисы, которые я слышала до переезда сюда. И, честно говоря, я была в шоке, когда я переехала, потому что какой оказалась реальность, я вам сейчас расскажу. Для контекста, я уехала из России 4 года назад, живу сейчас в Лондоне с семьей, а до этого почти 2 года жила в Германии, и в целом мне есть что сказать. Больше всего меня, конечно, поражает, что подобные комментарии, слова я читаю от русскоязычных людей, и по статистике где-то 60 или 70% населения России вообще никогда не были за границей. И только у 40-50% есть загранпаспорт. На основании чего делают выводы эти люди, для меня загадка. Давайте, наверное, начнем с тезиса про то, что здесь все помешались на равноправии. Одна женщина в комментариях мне как-то написала, что на ее мужа пожаловался коллега с темным цветом кожи, из-за этого его уволили, что якобы он дискриминировал его. И ее тезис был в том, что люди пользуются этим. Знаете, это странная шутка про то, что самый редкий вид в Европе — это белый гетеросексуальный мужчина. Действительно, в Великобритании, да и в большинстве стран Европы вас могут уволить, осудить, оштрафовать за дискриминационные высказывания. Не только против людей, которые каким-то образом по ориентации, да, от вас отличаются, но и по цвету кожи. Процедура эта совсем не настолько простая, насколько писала эта женщина. Для того, чтобы вас за такое уволили, должен быть запущен процесс определенный юридический, должен быть суд, то есть вы можете сопротивляться, вы можете оспаривать, вы можете нанимать адвоката. И в случае, если будет доказано, что вас обвинили неправомерно, то вы можете претендовать на компенсации и так далее. И это далеко не та история, в которой люди лезут, не имея никаких доказательств. Нам это очень трудно понять, потому что здесь действительно работающая судебная система, а мы, как бы мы, сейчас я говорю, люди, жившие в России, никогда не жили на самом деле при работающей судебной системе. Чтобы понять, насколько эта система рабочая, можно, в принципе, вспомнить просто недавнюю новость о том, что арестовали бывшего принца Эндрю, это брат вообще действующего короля Англии. И, как вы видите, его арестовали, да, он провел под арестом 12 часов, но против него продолжается расследование, и представить такую ситуацию относительно какого-то высшего лица в России, допустим, ну, фактически невозможно. Для того, чтобы это понять, нужно заглянуть вообще в сторону, скажем так, культурного интеллекта и общественных ценностей. В Европе очень важны права индивидуума, и все построено вокруг прав личности, да, то есть они больше всего боятся именно нарушения личных прав, личных границ, вот это вот все. В России же боятся разных угроз, связанных с разрушением именно государственного строя, то есть общественного строя. Общество в России скорее, наоборот, такое коллективистское больше. Для нас всегда исторически было важнее какие-то общие ценности, понятие жертвенности. Это видно в том числе в литературе, да много где это видно. У меня вообще есть видео отдельное про выбор страны для переезда именно с точки зрения ценностей общественных. Я там рассказывала про одно исследование голландского ученого Хавстеда, как раз про культурный интеллект, про специфику разных стран с точки зрения ценностей. Вот, если интересно, можете посмотреть этот тест, пройти, видео я оставлю. Теперь, что касается пропаганды разных непонятных для российского и русского человека отношений. Лично я ни разу с этим не сталкивалась, с тем, что моему ребенку, у меня есть дочка, например, ей почти 8 лет, что моему ребенку кто-то это навязывает. Единственное релевантное, что я вообще про это могу рассказать, это то, что в школе был парад, что-то типа Pride, но это ни в коем случае не был Pride в контексте, к которому мы привыкли. Для детей это объяснялось так, что все мы разные, у нас разные цвета кожи, у нас разные в жизни интересы, и вот радуга означает, что все дети, все люди разные, и все в своей разности классные. Никаких опасных с точки зрения русского человека расшифровок там не было вообще. Друзья, на этом моменте хочу вас попросить поставить лайк и подписаться, если вам заходит моя подача. Здесь я снимаю про жизнь в UK и ведение бизнеса. Есть отдельное видео про историю моего переезда. Видео выходит каждую неделю. Оставайтесь. Теперь давайте с вами поговорим про тему мигрантов и про то, что растет или не растет в связи с этим вообще преступность. Я не буду здесь занимать позицию какого-то защитника. Безусловно, проблема мигрантов существует, но давайте она существует по всему миру. Я имею в виду здесь именно нелегальную миграцию и в связи с этим маргинализацию определенного слоя населения. У меня есть видео вообще про бедную богатую жизнь в Лондоне. Я там классно, мне кажется, на контрасте показала, как выглядит вообще расслоение общества, какие вообще в связи с этим проблемы возникают.
Но нужно понимать, что тезис про проблему с мигрантами, так называемыми социальщиками, очень активно используют в пропаганде, причем с обеих сторон. Я здесь никого не буду обелять. Это крайне удобная тема, потому что она паразитирует на древнем страхе чужака. Как человек, который разбирается в маркетинге, у меня свое маркетинговое агентство, вам скажу просто с профессиональной точки зрения, что вот этот триггер страха чужака, он один из самых сильных триггеров, также триггер общего врага, на котором очень легко, кстати, строить продажи, чего бы то ни было. Продать идею объединиться против кого-то очень легко через создание общего врага. Ну, а мигранты вообще кажутся очень удобной мишенью, потому что, ну, что это такое, они какие-то пособия, да, получают, а вы работаете, а живете не так, как хотите, а они все как бы вроде как бесплатно получают. В общем, классная тема для того, чтобы на ней паразитировать. Но давайте мы вообще посмотрим на цифры. Давайте начнем с правды о Лондоне. Действительно, 40% населения Лондона именно не родилось в пределах UK. Сразу поправочка, так было всегда. Лондон — это крупнейший вообще торговый город. Большая часть населения здесь всегда были мигрантами, и тенденция эта не началась в последние годы, так было всегда. Впрочем, также обстоят дела с многими другими крупными городами, например, с Нью-Йорком. 36-37% людей, которые там живут, не были рождены в США. В Дубае 80% людей, которые там живут, не были там рождены. И это вообще специфика крупных городов, мегаполисов, которые притягивают людей с точки зрения экономики. Если же мы обратимся к цифре, сколько людей внутри Евросоюза, которые проживают, не были рождены там, то это 8-9% по разным оценкам. При этом мы почему-то забываем, что Россия вообще входит в топ-5 стран по количеству мигрантов, и в ней точно так же 8% населения не были в ней рождены. То есть цифры вообще максимально сопоставимы. Почему-то в этом случае это не называется захватом иммигрантами, да? И давайте поговорим про преступность. Много действительно есть тревожных новостей про всякие ограбления в Лондоне. Вот недавно, например, в одном из самых богатых районов, в Ричмонде, по которому я сейчас иду, было совершено ограбление прямо в течение дня. То есть люди из витрины там достали украшения. Смотрите, тут опять призываю смотреть на циферки. Существует понятие насильственных и ненасильственных преступлений. Количество ненасильственных преступлений в Лондоне, особенно в его центре, действительно очень большое. Это чаще всего кражи телефонов, ограбления, кражи кошельков. Причем чаще всего это связано именно с туристической спецификой Лондона. Если посмотреть, какой район самый криминальный в Лондоне, это Вестминстер, это самый центр. То есть там, где больше всего туристов, там это все и происходит. Около 22 миллионов туристов в год вообще приезжает в Лондон. Что же касается насильственных преступлений, есть такой показатель, число насильственных преступлений на 100 тысяч населения. Так вот, Лондон является одним из самых безопасных европейских городов. Показатель этот 1,1, если я не ошибаюсь, на 100 тысяч населения. То есть это преступления, в связи с которыми человек был лишен жизни, допустим, или подвергся какому-то насилию. Выше этот показатель у Парижа, намного выше этот показатель у Нью-Йорка. А в России этот показатель вообще достигает, вот по самым разным оценкам, минимум от 6-8, а другие источники вообще заявляют 11-12. Тогда откуда берется этот имидж такого криминального города у Лондона? Откуда берутся эти страшные истории про то, что мигранты совершают кучу преступлений в Германии? Ну, во-первых, действительно такие преступления совершаются. Просто существует очень много разных сил, скажем так, с разных сторон, в том числе и внутри Европы, да, если мы говорим о разных политических партиях, лобби, у которых разные цели, которые используют это, берут какой-то конкретный случай, особо ужасающий, который играет, опять же, на чувствах, на триггерах людей, и тиражируют это все в прессе. Под словом «тиражируют» давайте я объясню, что я имею в виду. Во-первых, у политиков есть связи с журналистами, есть возможность делать заказы, официальные, неофициальные, есть даже деньги на пиар-компании. Это все в темную, в белую, в светлую, в серую, как угодно делается за деньги. А помимо журналистов используют еще и блогеров, инфлюенсеров, на которых вообще выделяют конкретные бюджеты, чтобы создавать определенный имидж о той или иной стране. Я хочу подчеркнуть, что я сейчас говорю не только о России, безусловно, там такая система тоже работает. Я говорю обо всем мире, в котором уже давно идет борьба именно на уровне влияния на мнение людей. Просто в Европе есть своя специфика, да. Здесь важно, как проголосуют люди. Победившей партии, победившему политику достается очень много влияния, ресурсов и возможностей, которые он может использовать в своих интересах.
Существует ли какая-то статистика о том, какой процент мигрантов совершает вообще преступления? Такой статистики в Великобритании, допустим, официально не ведется. Если вы где-то такие цифры найдете, это, скорее всего, манипуляции. Но есть официальная цифра, сколько людей, не имеющих паспорта UK, содержится в тюрьмах. Это 12% от всех заключенных, что, в принципе, является абсолютно пропорциональным тому, сколько людей у нас мигранты. Мне кажется, что еще очень важно сказать, что сами волны миграции, они начались не сейчас, не в последние там десятилетия. Этот процесс происходил где-то с 50-х, 60-х годов. В послевоенную Германию приезжало огромное количество людей для того, чтобы строить, да, и восстанавливать после разрушений. Этот процесс был всегда, но почему-то активно педалироваться он начал именно в последние годы. Это очень удобный психологический рычаг, который, знаете, что позволяет делать? Не обращать внимания на внутренние проблемы. То есть, если мы переводим фокус внимания на какого-то внешнего врага, который почему-то приезжает в нашу страну и что-то тут на наши ресурсы претендует, то можно не заниматься внутренними проблемами, не задавать вопросы, почему у нас там, допустим, не знаю, со здравоохранением что-то не так, а списать все на то, что мигранты просто съедают весь наш ВВП. Я хочу подвести итог этого видео и сказать, что моя цель здесь была ни в коем случае не обелить Европу и не сказать, как здесь круто и замечательно. Я придерживаюсь позиции того, что для каждого человека есть комфортная, классная страна, которая ему подойдет. Это не обязательно должна быть родная страна, в которой он родился. И я не считаю, что есть хорошие и плохие страны, есть просто те, которые вам подходят и вам не подходят. Вот мне подходит эта страна, мне подходит Лондон, и мне здесь нравится. Моя цель была просто рассказать о том, что нами очень часто манипулируют, используют нас в своих целях. Чтобы этого избежать, нужно просто самим внимательно изучать цифры, больше путешествовать, больше везде ездить по возможности, да, чтобы составлять свое мнение. Это касается и меня. Естественно, здесь я вам тоже транслирую свой фильтр, свое мнение, то, как я на этот мир смотрю. Меня, наверное, больше всего вообще беспокоит именно то, что в связи с этими манипуляциями развивается огромное количество ненависти, какого-то взаимного хейта между абсолютно разными слоями. Сейчас ненавидят друг друга кто только не ненавидит, и те, кто остались в России, и те, кто уехали, и те, кто давно живут в Европе, и те, кто только переехали. В общем, там куча, да, разных слоев, которые друг с другом конфликтуют. И, наверное, моя позиция в том, что я этого очень не хочу. Я такой идеалист, пацифист, романтик, гедонист, который считает, что мир настолько классный и прекрасный, и разнообразный, и крутой в своем разнообразии, что тратить время нашей драгоценной жизни, которая настолько короткая, на взаимные претензии и хейт — это бред, просто бред. Вот такое сегодня получилось видео. Напишите, понравился ли вам такой формат, и что вы думаете о тех проблемах, которые я здесь обозначила. И оставайтесь со мной, ставьте лайк, подписывайтесь, если вам зашло. До новых видео. Пока.